Он как маленький медведь. Посмотрите на эту мышку, посмотрите. Рано утром в этого человечка вселяется бес, и люди, он разносит все. Мы не хотим его встречать. Он реально как медведь. Вот такая у нас огромная коробка. Это опять из магазина Зоо Плюс. Чупи, тебе нравится? По-моему, идеально. Да. Если вы увидите в городе вот такое кенгуру с Сашей, знаете, там Чупи. Вот так Чупи любит стоять у окна и смотреть, что там происходит без него. На двух лапках. А я сегодня опять приготовила журик со всеми проработанными ошибками. Всем привет! Чупи, привет! Покажи свою моську сладкую. О, сладкий пирожок. Ой, этот сладкий пирожок, вы не представляете. Он как маленький медведь. Посмотрите на эту моську, посмотрите. Хороший человек. Он-то хороший, набалный. Ну да. Мы его воспитываем, да. 3 месяца. Ну, знаете, вот как все дети. Это все нюхает. У него еще зубы чешутся. Он вообще, он просекает фишку, ребята, в 2 секунды. Во-первых, он уже знает, то есть мы говорим, команда ждать. Но я не знаю, понимает он или нет, но он садится, ну, то есть у нас ритуал после этого. После прогулок мы обязательно приходим домой и моем лапы. Вот сегодня какой день? Воскресенье. Ну, уже шестой день, и он уже все знает, что команда ждать, то есть это сидеть, команда ждать. Сидеть, значит, нужно ждать, пока... Готовить лапы. Да, готовить лапы. Но он еще не так, что прям подает нам лапы, да. Ну, уже просто их дает. Не бесится. Да, уже не бесится. Что он еще у нас умеет? А домой бежит, как бешеный заяц. Ну, домой он уже давно выучит, он на день 2, 3. Он уже знает. Вы не представляете, говоришь, дом и Чупи, где бы он ни был, ой, тихо, как заяц, он сейчас даже поднял. Во-вторых, он где-то на 2-й дом выучил, на 2-й день выучил, что он Чупи. Но только сейчас уже вредничает. Да. Он знает, когда я ему говорю Чупи. Да, особенно когда пытается что-то. И хорошо, что мы всегда дома и следим за ним, потому что, ну, конечно, у него режутся зубы, и он вообще все готов грызть на своем пути. Игрушек ему мало. И он уже знает Чупи. Вот так. И он знает, что нет. Или Чупи нет. Он тоже знает, что все. Он тогда такой... Я тогда ничего не делал, разворачивается и уходит. Да. Потом спрашивали, да, он спит у нас вот в этой клетке, потому что мы хотим его приучить к этой клетке. Там мягко, там все есть. Там есть пеленка, но он на нее не ходит, ребята. Ночью он терпит. Он терпит ночью. Мы его выгуливаем очень часто. Я не знаю, раз 9, 8, 9. Да. От 8 и выше. Если он не спит, то раз в час-полтора можно даже. Ну да. И первые дни он очень мало спал, ребят. Прям у него был стресс. Ну, мы снимали, мы ходили к ветеринару, потому что у него 2 раза его тошнило. Но сейчас уже все нормально. Вот посмотрите. Вот что это такое. Он, уже сам на диване спит, конечно, только на диване. Да, еще он боялся спрыгивать с высоты. Теперь диван это уже просто нормально, это уже не высота для Чупи. Да. Короче, но лестницу он не любит. Лестницу не любит. Вниз, вверх тоже как заяц. Еще он запомнил, что вот его нелюбимая лестница, и он туда никогда не пойдет. Он ждет лифта. Типа, так есть лифт, альтернатива, что я пойду? Вот просто схватил все за минуты. А вот когда говоришь, Чупи, нельзя это есть, вообще не схватывает, ребят. Хотя он просто 0 эмоций. После еды идем гулять, и все равно любой камень, любая бумажка, надо попробовать на зуб. Ладно, еще может какашульки какие-нибудь понюхать, но мы не даем ему ни есть, ни это. Еще он дается уже немножко чистить зубы. Ну, такой, знаете, по-быстрому. У него еще молочные зубы. Я так его просто приучаем его, чтобы не боялся пальцев во рту. Ну, потихонечку, да. Но уже лучше расчесываться. Все это он уже умел. Каждый день. Да, все каждый день мы его, потому что у него такая шерсть, за ним обязательно нужно следить. Ну так, в принципе, неплохо. Но рано утром в этого человечка вселяется бес, и люди, он разносит все. Он бегает как сумасшедший.
А еще он просек фишку, что дома, типа, что он не хочет на улицу гулять, он выходит, писюкнет, потому что он знает, что его вкусняшку дают. Получит вкусняшку и все, и домой бежит. И типа, и все, и не заставишь гулять. Но мы-то тоже уже просекли фишку, что он просек фишку, что он хочет просто вкусняшку. И мы теперь его насильно держим на улице. Короче, вот так. А все это вот мы... Вот сейчас просто вообще спокойный мягкий. Набегался с другими собаками. А, собак других пугает. Он же любитель ходить на двух лапах у нас. Такой же медведь большой. Да. А более большие и старшие собаки убегают. Ну, не все, конечно. Ну да, не все. Ну, многие. Он запугивает. Он просто гуляет. Он хочет... боится и старается быть страшнее и больше. Да, мохнатый еще, черный такой. Медведь. А вчера... Нет, после ветеринара мы шли, и был ретривер. И знаете, идет, они же большие такие собаки. Он идет так спокойно, ретривер. И это идет, дайте понюхаю. Наша собака идет такой, дайте понюхаю. И ретривер, ну понюхай. Ну на хвост. Махнул, и чуть не снес. И Чупи такой, ты так сказал, сразу такой, я так не говорю. Да. Еще он любитель стоять и в окно смотреть. И гавкать. Уже домой пришел, можно гавкать на собачек. Ой, ну вообще так нормально все. Осталось команды выучить. Я думаю, он такой смышленый, что с ним выучишь. Да. Но, честно говоря, дает нам, конечно, жару иногда, потому что когда бес в него вселяется, вообще невозможно. Он как бы слушается, когда говоришь Чупи нет, он слушается. Но бывает, он проверяет границы дозволенного. Мы его отчитываем, и, знаете, он понимает. Отчитываешь. Вот просто разговариваешь вот так вот монотонно с ним. И он такой... Ладно, буду хорошим мальчиком. Час пройдет, опять что-нибудь, какую-нибудь фигню сотворит, опять его отчитываешь, он такой, ладно, я опять хороший мальчик. И так всегда, да? Короче, мы уже 6 минут рассказывали про Чупи. Отключились, потому что пришла еще одна посылка для этого мальчика. А еще последнее скажу, мимо него никто не может пройти, ребята. Просто все его гладят. Ладно, дети, можно понять. Взрослый, он не может просто... И он сам любитель, чтобы его погладить, знаете, он любитель... Сразу подпрыгивает сразу на 2 лапы, да. Ой, давай, жали меня, гладь меня, давай, я тот самый Чупи, милый, любимый Чупи. Господи, реагирует на все. Ты Чупи? Ты Чупи? Что за сладкий нос? Обормоз. И знаете что? Мы не хотим его стричь. Он реально как медведь. Ну все, давайте распаковку. Вот такая у нас огромная коробка. Это опять из магазина Зоо Плюс. Там все классно, там скидки, нам нравится. Рекомендуем. Ну да, он классный. Я думаю, там все есть. И корма, игрушки, поводки, лежанки, рюкзаки. Все что угодно. Ну да. И для котов, и для кроликов. Ну, для домашних животных, да. Так что это он... Так, ты сейчас упадешь. Зайка, попрыгай-ка. Мы там заказали много всего. И корм новый, потому что этот уже заканчивается. Ну, пробный. О, как всегда, змей. О, Чупи проснулся. Мне кажется, зря ты это сделал. Сейчас... Да, все, пусть лучше спит. Сейчас на полу ничего нельзя оставлять, ребят. Есть интересные вещички. Тут очень много интересных вещичек. Во-первых, расскажи. Это лизательный коврик. Джуниор. Для Джуниора. Для малышей. Для нашего малыша. Мы давно его хотели. Мы думали насчет нескольких вариантов. Но поскольку именно в Зоо Плюс был только этот. И плюс это для того, чтобы приучить его быть одному как-то одним. Это такая вот штука. Сюда размазываешь какую-нибудь, такой мокрый корм или что-то такое. Сюда, в принципе, даже если сухой насыпать, то его надо будет дольше... Да, искать. И поэтому мы Чупи хотим приучить быть одному, потому что он не может. Чуть-чуть может, да. И есть медленнее. Вот, мы хотим его так это приучить, и вот это одна из отвлекающих штучек. Да. Нет, короче, ребят, бесполезно. Без него. Я думаю, ему понравится. Дальше. Ой, вот это очень важно. Нельзя просто так кликать.
Это, короче, кликер. Это дрессировать нашего недрессируемого пса. Вот просто пёсель наш иногда такой непослушный. И мы хотим его дрессировать. Да, мы будем все по методике. Угу. Мы уже ее немножко изучили. Будем Надо повторить. пробовать. Угу. Если получится, расскажем, ребят. Схема классная. Должна сработать. Мы Ну, по верим. крайней мере. А, по поводу туалета мы еще не рассказали. Он еще маленький и не всегда может терпеть. Да? Может писюкнуть дома, ребята. Может. Скажем правду. Но на улицу мы часто выходим. Так, это Дальше пробный у нас корм. Корм. Угу. А это мокрый? Да. Угу. Давай Он посмотрим. не- А состав? он- Хороший? Это, это что? не Это тот. кролик и олень какой-то? А, это тот? Да. Кролик и олень. Блин, оленину Ну, было. не знаю, на немецком. Ну, главное Ну состав. да, кролик и гейм. И все? А состав? Так, 33% кроличьи сердечки, кроличья О, печень, сердечки, это хорошо. сердечки Мгм. вот этого оленя какого-то, Фу, ужас. его мясо, Ж печень, надо было лёгкие, оленя убить. яблоки и рис. А, ну Льняное нормально, масло. овсяного ничего такого нету. Да. Муки. А, ну может и рис. зайдет. Может и зайдет. Ну дай Будем бог. намазывать. Просто мы читали, что собаки за куриные сердечки готовы родину продать и родителей своих продать. Так. О, И это. ещё вот это вот пробный набор, получается, сухой, Мгм. плюс влажный корм, здесь 1,5 Мгм. килограмма, получается курица и лосось. Ну мы попробуем, потому что мы еще не знаем. Такие побольше, наверное. Побольше. Сами Но это же для шарики. щенят. Ну, это джуниор тоже, да. Тоже для щенят. Ну такие же, Ну, мне чуть кажется, больше. да. Ну, короче, попробуем. Будем смешивать со старым, чтобы привычнее было. Угу. Дальше. Что мы там еще заказали? А, и последняя штука. Самое Очень важное для интересно. нас. Но это Это- надо показать. Это типа переноска Угу. Для Чупи. Потому что походная. как-то вот в магазин или еще что-то в руках, ну это не очень удобно. Так его с собой таскать везде, потому что мы люди активные. Ну, достаточно. И мы хотим, чтобы он с нами активничал. И бывает такое, что он, ну, устает, там, ой, класс, прикольно. И вот так будем его таскать. Тебе удобно? Сашка, Ну, возможно. И да. кенгурятина. О, ну это он любит. Он любит на Тут ещё руках. пристегнуться. Ну да, обязательно. Это вот, знаете, вот, блин, ну он там точно вместится. В любом возрасте. Сашка. Ну, да. Не, ну это классно. А давай попробуем его сунуть. Да. Подождите, ребят, сейчас попробуем сунуть и включимся. Чупи, тебе нравится? По-моему, идеально. Ну, И руки свободны. ну, и по магазинам с тобой можно ходить. Ну что, сладкая мордочка? Тебе комфортненько, а? Стал еще милее. Ну, блин, так забавно смотрится. Если вы увидите в городе вот такой кенгуру с Сашей, знаете, там Чупи. Если ему будет удобно, мы еще не знаем. Но мы надеемся на это. Ну, он пока там усядется, Сейчас уляжется. И уйдет. Будешь, кстати, за компьютером удобно. Не, ну она прикольная, да? А дай я померю. Немножко отвлечемся от нашего любимого Чупи, который занимает сейчас 100% контента. У нас тут очередной заказ привезли, на этот раз из Медиаэксперт. Мы заказали ирригатор, потому что наш перестал работать. Заказан из Китая, поэтому мы никому ничего не можем доказать. У нас был почти точь-в-точь такой, ну только другой фирмы. Я думаю, там мы видели много разных фирм. Одинакового вида ирригаторы, только меняют название. В принципе, он нас полностью устраивал. И мы, ну, это по хорошей цене, за 99 злотых. Я думаю, по крайней мере, он с гарантией в Польше уже. Проблем быть не должно. Но Чупи обижается, что мы без него снимаем. Ну, короче, просто добротный ирригатор, я думаю, он должен выполнять свои функции. Нас он устраивал. Думаю, это точно такой же, просто другой марки. Ну, решил показать уже в распакованном виде. Ну, полностью совпадает. Все, даже комплект такой же насадок. Поэтому, если что, наши старые даже подойдут. Вот так. Ну и как же без Чупи бегает тут.
Мы вышли спацировать с Чупи. Вот у нас есть такой небольшой парк. И Чупи наш нюхач. Вот реально нюхач. Он все нюхает, ему все интересно. Ну, это понятно, он маленький. И вот куда ты идешь, Чупи? Он сел, он любитель посмотреть на природу. А, он сейчас, смотрите, на одуванчики охотится. Чупи, хватит есть все одуванчики подряд. Саша ему показал, как смешно, какие смешные белые одуваны, и он охотится за ними. Ну, и за любыми уже, видимо. Чупи! Он даже на прогулке не отзывается на имя. Ты чего? Куда, Чупи? Чупи. Ой, ладно. Чупи! Чупи-чупи! Молодец! Молодец! Покажи на двух лапках. Чупи! Молодец! Чупи, молодец! О, молодец! Молодец, Чупи! Давай, молодец, молодец! Как на двух лапках надо? Молодец, на двух лапках, молодец! Он вот любитель ходить на двух лапках. Чупи! На двух лапках. Давай, на двух лапках. Пить уже хочет. Ну пошли, нам еще гулять. Мы его, короче, ребята, выгуливаем так, чтобы у него не было бесов. Стараемся. Да, стараемся. Мы еще с чайком. Сейчас утро. Но превосходная погода, правда, очень классно. Чупи, пошли. Молодец, Чупи. На всех реагирует. Ну и на него. Кроме нас. Ну да. Все его погладить хотят. Чупи! Молодец! Пошли, пошли, пошли. Вот так, ребята, и проходят наши утро, днем и ночи. В прямом смысле. Мы его выгуливаем последний раз где-то в 10-11 часов. Ребята, вот так Чупи любит стоять у окна и смотреть, что там происходит без него. На двух лапках. Он обожает вообще стоять на двух лапках, а уж тем более у окна. Он смотрит, а иногда его что-то раздражает, и он гавкает на пёселе. Опять вернулся. Чупи! О, все, отвлекся. А я сегодня опять приготовила журик со всеми проработанными ошибками. Это Сашка Чупи там что-то воспитывает. Я добавила яйцо, майран и все как обычно, и плюс другую колбаску, немножко более такую копченую, решила попробовать. Нам вообще так понравился этот суп, что мы уже второй раз его решили приготовить. И уверена, что это не последний раз, прям вообще. Во-первых, он легко готовится, быстро, прям. Ну, это потому что нет вот, что я не готовлю вот эту, как это, закваска называется? Закваску вот эту. Потому что закваску мы покупаем, ну и там чуть-чуть, все, и супчик готов.